Всем привет, меня зовут Костя, я креативный директор Extremum, и вместе со мной сегодня Евгений Кузьмин, спортивный директор. Мы сегодня два директора обсуждаем новости нашего состава по доте. Женя, привет. Привет. Сегодня мы тут собрались обсудить нашу ситуацию с Dota составом. В момент, когда выйдет этот подкаст, уже выйдет анонс того, что год больше не в команде. Но давай начнем немножко пораньше. Давай. Что случилось с командой после квал на Инт? Что не получилось на DPC? Почему был такой результат в 0.8? 0.7. Да, честно говоря, сложно сказать. Если бы мы задали ответ на этот вопрос, наверное, бы смогли поправить эту ситуацию в процессе. Некоторые игры были проиграны даже с преимуществом, с большим преимуществом. То есть какие-то файты были неудачные, какие-то решения были неприняты. Но я бы сказал, что со стороны это точно выглядело как несыгранность. То есть у нас люди пытались сделать разные вещи, когда кто-то пытался выйти из файта, кто-то пытался войти в файт, и, соответственно, это проблема какой-то коммуникации, проблема какого-то тимплея. И уже, к тому моменту были определенные недовольства между игроками. И, в общем-то, игроки индивидуально были тоже не в форме. А какие недовольства были? То есть кто с кем, что не нравилось? То есть есть какие-то... Это не то, чтобы супер проявлялось. То есть ребята все-таки играли и хотели победить, и не было желания на кого-то спихнуть. Но, как мы знаем, у нас сразу же после этого ушел Шач. В принципе, раскрыв карты, могу сказать, что ситуация была поставлена в стиле либо он, либо я. То есть между Чу и Шачло. И, в общем-то, команда, посовещавшись, приняла решение и... Скажем так, не то чтобы много оставило выбора. Я не могу сказать, что это был конфликт, но просто были друг другом недовольны, решили это поменять. Это в целом нормальная практика. Если ты недоволен в команде чем-то, нужно об этом сказать и нужно попробовать это решить. Другое дело, что ты, может быть, не прав, или это не совсем не важно. То есть если есть какие-то претензии, если есть какие-то недопонимания, лучше об этом говорить, и лучше это решать, и лучше менять что-то, чем не делать ничего. Возможно, если бы мы сделали какие-то замены, если бы кто-то более четко сказал, что не так, может быть, мы раньше бы смогли еще до DPC сезона это поправить и исправить ситуацию, и могли бы выступить лучше. Но в целом наша форма была похожа на результат, который в итоге получился. А с точки зрения организации, то есть было ли сделано все, что было возможно, либо сейчас, смотря на те события, понимаешь, что можно было где-то что-то добавить, где-то дожать, и тогда, возможно, результат был бы такой? Можно начать с первого сезона. На первом сезоне мы играли этим же составом, который был на втором, и он был собран буквально за несколько дней до начала первого сезона, и мы выступили достаточно хорошо, потому что мы остались в первом дивизионе, мы достойно играли некоторые игры даже против тех, кто прошел на мажор, и, соответственно, не было мысли что-то менять, потому что команда вроде как работала, и все выглядело хорошо. Но, к сожалению, между этими сезонами произошло так, что мы стали играть хуже, и разобраться у нас не было особо времени, и делать замены в процессе турнира тоже не очень хорошая идея. После конца DPC сезона, после того, как мы провалили квалы на Инт, игроки начали уходить один за одним. То есть сначала ушла пачка из двоих, потом ушел еще один. И вот остались с годом. Как получилось так, что они уходили постепенно? В общем, скажем так, у нас, во-первых, начнем с того, что Близи не был частью организации, то есть он не подпил, он играл у нас как стенд-ин, соответственно, с ним все гораздо проще, то есть мы решили с ним не оставаться, и, в общем-то, мы не были с ним завязаны, то есть ему большое спасибо, что он выручил в последний момент. Он действительно старался, он много пытался принести в команду, но по итогу результат не был достигнут, и, прямо скажем, ему ничего не обещали, он ничего не обещал, то есть это просто выручил, молодец, было бы хорошо, если прошли, не прошли, закономерно, то есть это было бы чудо, если мы попали бы на Инт через квалы. В общем, мы просто решили, что точно остаемся с Меладжулом, поскольку это самый
активно играющий, самый молодой, самый перспективный, самый механически сильный, наверное, по нашему мнению, игрок в нашем составе. И с мидерами, можно сказать, была проблема в определенный момент, поэтому мы хотели остаться с ним. Нас все плюс-минус устраивало. Также мы рассматривали варианты с другим капитаном. И был разговор с Сережей Годом, что мы хотели бы увидеть как тренера. То есть не задумывался ли он туда перейти. Он сказал довольно честно, что если бы он мог помогать внутри игры во время игры, то есть разговаривая в TeamSpeak в процессе, ему бы это с удовольствием интересно было бы попробовать. Но поскольку правила такие, что он может разговаривать только после или до, то есть ему это немного скучно, и не то, что он хочет, то есть он еще хочет играть как минимум сезончик. Поэтому мы взяли пятерки, которые нам были интересны, посмотрели очень много игр, и, в общем-то, пришли к мнению, что Серега лучше. Как бы вот и все. И поэтому Старый конь. Да, и поэтому пришли к выводу, что нам нужны эти два игрока, и вокруг них мы попробуем собрать состав с упором на то, что у нас будут молодые коры, которые являются топами в паблике, то есть с каким-то, может быть, опытом в киберспорте. Как шел период сбора команды вместе с Годом и Меладжилом? То есть кого рассматривали, кого смотрели, почему люди не подходили, и как в какой момент из этого процесса отвалился Меладжул? Мы отпустили Макса Меладжула на какое-то время в отпуск, то есть он уехал, не тренировался. Мы в это время подбирали людей, с кем мы хотели бы играть дальше, кого мы рассматривали на коров, на четверку. Был небольшой лист людей, которых мы хотели бы потестить. Мы, в общем-то, со всеми связались. Кто-то отвалился на стадии «мне неинтересно, я играю за команду, которая мне нравится». Кто-то отвалился на стадии «я не хочу играть с такими-то там игроками». То есть по разным причинам. Кто-то согласился, и мы, в общем, договорились, когда Макс вернется, потеститься. И мы потестились. То есть не было ничего такого. Но в этот момент уже Макс в целом потестился в Винстрайк. Никаких претензий к нему, все было предупреждено и все нормально, в смысле, не в этом плане. Но в том плане, что ему нравится тренер Винстрайк, ему нравится состав, и, в общем-то, он потестился там, ему все понравилось, он пришел, вернулся к нам, поиграл вот эти тестовые игры с молодыми ребятами, ну, то есть в надежде, что ему понравится тоже, и ему больше хотелось, наверное, остаться с нами, как с организацией, имеется в виду. Вот. Но потом просто мы решили пообщаться на эту тему, и он решил не тянуть время и сказал, что полное ощущение есть, что я бы пошел туда. Потому что там более понятно, что будет, более такой сформированный состав, тренер, который мне нравится, с которым мне хотелось бы попробовать поиграть. Соответственно, Макс отвалился в этот момент, и вот тут-то мы, в общем-то, попали в определенную неприятную ситуацию, потому что Серега Год, скажем так, очень... Наличие Макса в команде, то есть человека, который с ним довольно давно играет, и который понимает, что Серега хочет, и вообще делало его более уверенным. Видение игры. Да, то есть с ним приятнее собирать команду, то есть уже как минимум он может положиться на еще одного человека, который будет доносить, будет поддерживать. А тут как бы речь так идет, что вот он один собирает состав, всем нужно все объяснять. Наверняка кому-то не понравится, что он попробует объяснить. И, в общем, это такая довольно-таки сложная процедура для одного игрока. Тем более, что, как мы все знаем, в СНГ тренеры — это дефицит большой. Да. Скажем так, мы попытались кого-то тоже к себе взять, попытались пообщаться, но в ком-то не было уверенности, что он нам подходит. Кто-то отказался, а потом стал тренером Virtus.pro, например. В общем, такая история, да. Поэтому сложно. Ну и, честно говоря, когда мы тестили игроков, не то чтобы мы прям супер понимали, что это вот тир-1 будущие игроки. То есть кто-то подавал надежды, кто-то нет, но не было уверенности. А прямо скажем, теперь цели другие. То есть нам недостаточно закончить в середине TPC сезона, не выйти на мажор, не выйти на инт. То есть цели на следующий сезон более интересные.
Ну, к следующему сезону мы перейдем чуть попозже. Давай поговорим ситуацию с Кодом, что в результате того и он покинул команду, как вообще вот это вот все происходило. То есть вот он трyoutил новых пацанов, не очень получалось, и в какой момент там случился какой-то надлом, что он пошел теститься в Гамбит. Немного другая хронология. То есть Поправь меня. пока у нас не было тестовых игр, пока Макс был на отдыхе, то есть мы не могли их сделать, не собирались делать тестовые игры, мы хотели дождаться Макса. В этот момент Серега написал, что его зовут стенденить в Гамбитах. Он заинтересовался, и тем более, что один из молодых игроков, которых мы рассматривали, тот Кома, Aggressive Child, он тоже стенденил там. В этот момент, то есть, была возможность как раз линию первая позиция и пятая позиция потестить в Гамбитах. Это довольно-таки удобно. Ну и в целом, если Сереге понравится в Гамбитах, и там и у них хорошо все получится, нет такого, что мы хотим держать его в рабстве. То есть если ему туда хочется, и у него контракт тем более подходит к концу, значит, так вышло. То есть если игрок хочет играть там, а не здесь, значит, какой смысл с ним строить команду, если он прям полностью не уверен в этом. Но он пошел потеститься. Почему-то Кома после одной игры или после некоторых праков был заменен, то есть он даже не успел с ним постенденить. Как выяснилось позже, получили фидбэк от обоих, они не сыгрались, им не особо понравилось, они не замачились совсем, поэтому тоже одна кандидатура ушла, скажем так. Гамбиты отыграли ужасно тот турнир, заранее снялись с него, и Серега вернулся, дальше начались тест-игры. Но, скажем так, Серега попросил паузу, разобраться, готов ли он, не готов, к чему он готов, потому что довольно-таки сложное занятие собирать команду. И в этот момент мы даже начали тестить всех этих молодых игроков без него. То есть мы позвали Стаса БЗЗ. Он у нас участвовал во многих тест-играх. Мы, в принципе, уже не то чтобы... В общем-то, были ситуации, где мы собираем команду только вокруг Сереги, то есть мы рассматривали все варианты. Соответственно, прошли тест-игры, мы, скажем так, не влюбились ни в кого, чтобы какой-то получился состав, который нам очень понравился, в который мы очень верим. Соответственно, мы прекратили эти тест-игры, потому что они продолжались довольно-таки долго, и каждый день люди не понимают, чего им ждать. Соответственно, их еще и другие организации, команды зовут тест на тест игры. И логично это все прекратить, потому что мы не видим смысла, они отказываются от других предложений ради этого. Вот. И после этого логично было прекратить сотрудничество с Сережей годом. Где-то в августе мы поняли, что мы просто подождем International, потому что это главное событие года. И мы открыты к предложениям. Мы, в общем-то, смотрим на американские команды, на европейские команды, на СНГ команды. То есть нет у нас привязки к СНГ сейчас. И мы готовы играть где угодно. Единственная наша задача — это попадать на мажоры, на International и играть там с лучшими командами мира, а не просто пытаться собрать в каком-то регионе. Соответственно, исходя из этих соображений, нам стоит только подождать International, а если уж мы решим собрать состав с Сережей, то я думаю, что мы договоримся потом. Поэтому и Сережа тоже нас покинул. То есть Сережа сейчас уходит не в Гамбит, он сейчас уходит в... То есть у нас просто закончился с ним контракт, да, и он просто сейчас уходит. То есть там дальше... Но мы остаемся с ним на контакте. То есть есть такая возможность, что мы после International будем собирать состав вместе. Да, я этого не исключаю. Ситуация довольно простая. То есть мне нравится Серега, но мы попробовали посмотреть, из чего можем собрать. Мы даже пробовали, точнее, была мысль собрать микс-состав с европейцами, дабы выбрать еще СНГ-регион, то есть 3 СНГ-игрока, 2 европейца. Но пока ничего не нашли интересного. То есть кто-то занят, кто-то не готов, кто-то хочет, но не устраивает нас. Соответственно, мы просто оставили все варианты открытыми. Но не видим смысла сотрудничать с кем-либо, пока мы просто ждем. Через какое время после International ожидать
команду Extremum по доте? В данный момент могу сказать, что мы, в общем-то, ждем самого International, который, надеюсь, состоится тогда, когда его объявили. Вот, и где-то во время International или сразу после будет активная работа, активное общение с кучей вариантов. Процесс должен быть все равно быстрый, то есть у нас не будет, скорее всего, времени на какие-то длительные тест-геймы, тест-периоды. Скорее всего, мы должны будем составить прям шорт-лист, где будет не так много игроков, и попробовать поиграть и понять, работает это или нет, или что-то нужно поменять, или вообще все не работает. То есть времени будет мало, если будет какой-то конкретный стак, который нас устраивает и который, по нашему мнению, имеет амбиции на достигнуть цели, которые мы поставили, то это тоже вариант, почему нет. У нас нет никаких вообще, скажем так, поинтов, каких-то галочек, которые мы должны поставить. Единственная галочка — это играть и выигрывать вот на этих турнирах. Что думаешь по поводу текущей ситуации с турнирой, с инвайтами, с тем, что Valve долго анонсирует, переносит? В принципе, вот эта вот вся ситуация, как ты думаешь, как ее можно улучшить? Мысли, которые я хочу озвучить, обычно вырезаются из видео или запикиваются, поэтому, я думаю, это очевидно, Тут что... будет не так. Да. Все, тебя нет. Да, бесит, честно говоря, что Valve... Да, это не только, к сожалению, в Доте происходит. То есть брать тот же КС мы тоже довольно-таки поздно узнаем о определенных ивентах, и учитывая, что мы физически находимся в другом регионе, нам нужно очень много беспокоиться о тревеле и так далее, и сложно. Особенно, в общем-то, мне сложно ответить на вопрос, когда ждать команду, потому что я не знаю, что будет в следующем сезоне, будет ли он вообще, и в каком он будет виде. Соответственно, мне нужно принимать решения, основываясь на догадках. И вообще коммуникация с Valve довольно-таки сложная, потому что зачастую люди просто не отвечают. То есть они бы могли ответить что-то вроде «мы пока не знаем, но у нас вот такие планы, может быть, любой вариант», но они просто не отвечают зачастую. Соответственно, да, это раздражает, но они разработчики двух очень популярных игр, в которые мы играем, соответственно, мы вынуждены мириться с этим. Надеюсь, что когда-то это пофиксится, но работаем с чем есть. Спасибо, Женя, за то, что поделился с нами этой всей бэкстейджной информацией, то, что обычно остается в кулуарах, но теперь это все понятно для наших зрителей. Еще раз огромное тебе спасибо, а вы смотрите другие видео на нашем канале, и всем пока!